Сегодняшнее видео про рельсместный станок. Это Metabo DH330. Рассказ столяра-любителя про опыт использования, но без сравнения с другими станками, как бытовыми, так и классом выше. Просто потому, что сравнить не с чем. Меня в комментариях регулярно, практически с самых первых видео, где он появился в кадре, просили о нем рассказать. Я обещал это сделать и выполняю свои обещания. В декабре исполняется 3 года, как он трудится в этой мастерской. Было решено провести его ежегодный осмотр, а заодно и показать некоторые элементы его конструкции. И хотя рассказ не будет пестрить техническими терминами, надеюсь, что вашего лайка и комментария он заслужит. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Хотелось бы начать рассказ с его главного достоинства. Он все еще работает, и работает хорошо. Я затрудняюсь оценить, сколько через него прошло материала. Не имеет смысла это мерить в кубометрах от строганной доски или в мешках, произведенной им стружки, но он принял непосредственное участие во всех столярных проектах. Кухонный гарнитур, стеллажи в мастерской, шкафы и этажерки, одна декоративная беседка чего стоит. И во многих моих видео на канале вы можете увидеть его в работе. Работать он начал сразу из коробки, без каких-либо регулировок или настроек. Ну разве что поэкспериментировал с высотой подающего принимающего стола для снижения ступеньки, но об этом чуть позже. Собран качественно, нет люфтов и дребезжания, произведен в Тайване. Ширина строгания 330 мм позволяет делать на нем мебельные щиты с распространенной шириной до 600 мм, то есть две половинки по 300 мм с небольшим запасом и последующей их склейкой в один. При этом я не ощущал недостатка мощности в 1,8 кВт, и защита двигателя при перегрузке пару раз давала и мне возможность передохнуть. Он тяжелый, но это скорее достоинство. Просто так его не потаскать, и ему было выделено место в мастерской и сделано для него станина, проектирование которой было в одном из видео на канале. Снял верхнюю крышку, и вот виден механизм привода двух винтовых валов, которые управляют высотой строганного блока. Конструкция синхронизации винтов отличается от используемых в большинстве аналогичных станков. Здесь применена цепь, надетая на две звездочки на валах и натянутая вот этой пружиной. На этом валу установлена ручка регулировки высоты пильного блока. Один оборот ручки соответствует 2 мм перемещения блока. Этот механизм работал с самого начала и продолжает работать без каких-либо люфтов. И как с самого начала я запомнил положение четного и нечетного числа миллиметров толщины заготовки, так до сих пор ничего не поменялось. Отвернув два винта крепления, снимаю левый боковой кожух. Здесь находится механизм привода прижимных валов. Привод тоже цепной, обеспечивает синхронное вращение прижимных валов и ведущего вала от редуктора. Натяжение цепи обеспечивается натяжителем, который по форме напомнил мне натяжитель цепи привода распредвала в «Жигулях» начала 90-х. Там эта деталь даже в магазинах запчастей так и называлась – башмак. Натяжение цепи нормальное, следов какого-либо износа визуально я не наблюдаю, смазка на цепи есть и ее достаточно. Поэтому снимать цепь и что-либо делать я здесь не буду. Под правым кожухом находится привод строганного вала. Здесь он ременной. Признаков износа либо загрязнения ремня я не вижу. Честно говоря, когда вскрывал кожух, ожидал увидеть здесь гору опилок. Но нет, всего лишь пыль, и я бы не сказал, что ее много. Вот что значит хорошая стружка удаления. Смазка на валах здесь еще родная. В инструкции производителя было написано, что станок в дополнительной смазке не нуждается. Ну а поскольку здесь чисто, следов износа каких-либо деталей визуально нет, то и необходимости в смене смазки или каких-либо еще манипуляциях я тоже не вижу. Вот здесь, кстати, при снятом правом кожухе виден узел ограничения минимальной толщины заготовки. Оказалась очень удобная функция. Например, когда во всем изделии имеются детали одинаковой толщины, допустим щиты для фасадов, но они делаются в разное время, выставив положение ограничителя на нужную высоту, можно быть уверенным, что строганный вал не опустится ниже фиксированной величины, а значит деталь получится ровно нужной толщины. А вот так работает рычаг жесткой фиксации строганного узла на валах. Вроде бы как он призван снижать вероятность возникновения ступеньки, возможно это и так. И хотя я особой разницы не уловил, уже автоматически фиксирую рычаг после каждого изменения высоты строганного блока. Продувка сжатым воздухом. Повторяю, что опилок я здесь не обнаружил. А пыли, когда сдуваю пыль с верхней полки в мастерской,
Такой пыли бывает гораздо больше. Теперь про ножи. Поначалу я очень переживал, что ножи для него дорогие. Они узкие и двусторонние, и сделать самодельную приспособу для их заточки будет не так просто. Но время и количество обработанного материала показали, что переживал я напрасно. Оригинальные ножи достойного качества, и вот первый комплект, который пришел вместе со станком. За все это время выработалась только одна сторона. На вторую, практически сразу после переворота, я поймал саморезы. И теперь этот комплект лежит в запасе. В крайнем случае его можно поставить обратно и строгать заготовки до 200 мм шириной. Второй купленный комплект ножей я установил в этом году. А также нашел и купил на Алиэкспрессе еще один комплект ножей, но про качество сказать пока ничего не могу, еще не ставил. Может быть, через год, получив уведомление о выходе очередного ролика на этом канале, если, конечно, вы подписаны, вы увидите очередное видео про испытание неоригинальных ножей. Но факт в том, что они есть и доступны для покупки. Для оператора производитель предусмотрел 4 прибора навигации по толщине заготовки. Про ручку, один полный оборот, который дает ровно 2 мм, и про ограничитель толщины заготовки я рассказал. Еще один прибор – это индикатор величины снятия, который всегда покажет величину снятия и просто не пропустит слишком толстую заготовку. А на боковой панели стрелочный индикатор в миллиметрах и в дюймах. Я его поточнее настроил, и теперь настройка высоты строгания сводится к двум действиям. По шкале примерно выставляется желаемая глубина, а затем, помня положение ручки на четных или нечетных значениях, выставляется точное значение. Конечно, время от времени я использую штангенциркуль, но больше для контроля, а не для выставления толщины. Про регулировки столов, о которых я упоминал в начале. Здесь все это предусмотрено производителем. Вот этими 4 винтами можно отрегулировать уровень дополнительных столов относительно центрального в полностью раскрытом положении. А вот этими 2 болтами задать угол наклона стола, если это потребуется. Требуется ли это? Вот, наверное, видно, что на откидных столах и на подающем, дальше будет видно на приемном, стерта краска. Это из-за того, что в результате экспериментов я нашел такой угол наклона столов, при которых ступенька на концах обрабатываемой детали минимальна. Если точнее, то при ширине заготовки до 100-120 мм она вообще не ощущается. При большей ширине, конечно же, она присутствует, просто из-за конструкции станка. И в заключение, пожалуй, самая главная особенность этого станка. Он очень требователен к хорошему стружкоудалению. Первоначально я пробовал его эксплуатировать либо вообще без отвода стружки, либо с обычным пылесосом, подключенным через сепаратор. Он нормально обрабатывал только не широкие заготовки. При обработке щита более 200 мм шириной стружка не успевала отводиться. В результате забивалась под ножи, под прижимные пластины ножей, и приходилось останавливаться и все это чистить. Проблема пропала, как только я стал использовать мощный стружкоотсос. Даже при весьма своеобразной, несколько непродуманной, на мой взгляд, форме кожуха и способе его крепления к корпусу. Вы и сами можете видеть это в многочисленных видео на канале, в которых он трудится, не покладая головы. Ну вот, своими впечатлениями от работы с этим станком я поделился, поэтому будем считать, что свое обещание я выполнил, лайк заслужил, и на ваш комментарий, как всегда, обязательно отвечу. Спасибо, что досмотрели видео до конца, до следующей встречи, до свидания.